Один и тот же кусок хлеба может поднять ваш сахар в крови сильно, а может почти не поднять. И зависит это не от сорта и не от количества, а от того, побывал ли этот хлеб в морозилке. Звучит странно, правда? Но это подтверждено реальными исследованиями. Тот же самый батон, та же мука, тот же вкус, но если он полежал в морозилке, ваше тело реагирует на него заметно мягче. Меньше скачок сахара, меньше тяжести в животе, меньше сонливости через 40 минут. Сегодня я объясню простыми словами, почему обычный хлеб из морозилки мягче для вашего сахара, чем свежий из печи. Почему он дольше держит сытость и даже кормит полезные бактерии в кишечнике. И главное, как замораживать и размораживать хлеб правильно, чтобы получить этот эффект. Это бесплатно, доступно каждому и занимает всего 5 секунд на кухне. Но почему-то об этом почти никто не говорит. И сразу скажу честно, чтобы вы мне доверяли. Это не волшебная таблетка и не замена правильному питанию. Это маленький, но рабочий прием, у которого есть научное объяснение. Нам десятилетиями внушали, что хлеб – это враг, лишний вес, скачки сахара, воспаление. Многие честно пытаются от него отказаться, держатся неделю-две, а потом срываются и винят себя за каждый кусочек. Знакомо? Так вот, проблема никогда не была в самом хлебе. Проблема в том, в каком виде мы его едим. Меня зовут Михаил Дубравин, и на своем канале я рассказываю все о вашем теле простыми человеческими словами, без сложных медицинских терминов. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Ну вот давайте начнем с мифов. Когда человек набирает вес, первое, что он хочет убрать, это хлеб. Почему именно он? Потому что хлеб – это удобный видимый враг. Его легко убрать, и вроде как уже молодец. Но давайте честно спросим себя, а действительно ли проблема в хлебе, или мы просто назначаем виноватого? Потому что нужно хоть кого-то назначить. Возьмем два самых частых обвинения. Первое – это калории. Да, в 100 граммах белого хлеба около 250 калорий. Это немало. Но в 100 граммах орехов их 600, а в растительном масле почти 900. И при этом никто не кричит: откажитесь от орехов или от оливкового масла, и жизнь изменится. Значит, дело не только в калориях и не в первую очередь в них. Второе обвинение – это глютен. Модное и пугающее слово. Но правда очень простая. Глютен – это обычный белок пшеницы, ржи и ячменя. Да, есть серьезная болезнь под названием целиакия, при которой даже крошка глютена опасна. Но встречается она примерно у одного человека из 100. Отказывается от глютена десятки процентов людей, и многим действительно становится легче. Только дело тут зачастую совсем в другом. И вот главный вопрос, на котором я хочу, чтобы вы задержались. Если проблема в глютене или в калориях, то почему один и тот же человек, съев один и тот же хлеб, в разные дни чувствует себя по-разному? Почему хлеб, съеденный утром на пустой желудок, работает иначе, чем тот же хлеб вечером после плотного ужина? Глютен либо есть, либо нет. Калории – это просто энергия. Эти различия ими не объяснить. Причина глубже. Она в том, как именно тело обрабатывает крахмал. И вот тут начинается самое интересное. Чтобы понять, что происходит, давайте мысленно заглянем внутрь вашего пищеварения. Вы откусываете кусок свежего теплого батона. Первое, что его встречает, это слюна. В ней есть особый фермент, который начинает расщеплять крахмал прямо во рту. Замечали, что хорошо прожеванный хлеб становится сладким? Это не кажется. И этот крахмал реально превратился в сахар прямо у вас во рту. Дальше хлеб попадает в кишечник, и там разворачивается основное действие. Крахмал быстро распадается на молекулы глюкозы, и уровень сахара в крови начинает расти очень быстро, иногда всего за 15 минут. Тело реагирует. Оно видит, что сахара много, и выбрасывает гормон инсулин. Инсулин – это ключ, который открывает клетки, чтобы сахар зашел внутрь. Часть сахара идет в мышцы, часть в печень. А если там уже все заполнено, остаток превращается в жир. Вот первый важный момент. Не жир с хлеба становится жиром на животе. Сахар с хлеба становится жиром, если его некуда деть. Но есть второй момент, еще важнее. Инсулин всегда выбрасывается с небольшим запасом, и в какой-то момент сахар уже ушел в клетки, а инсулина еще много, и сахар падает даже ниже, чем был в начале. Именно это объясняет странное чувство, знакомое почти всем. Съели булочку с чаем, а через час снова голодные, как зверь, будто и не ели. И тянет именно на сладкое. Так тело пытается поднять сахар, который само же и уронило. Добавьте сюда усталость и сонливость. Мозг живет на сахаре, и когда сахар резко падает, он получает сигнал: топлива мало, замедлись. Отсюда туман в голове и желание прилечь. Это не лень и не слабость характера, это чистая физиология. А теперь умножьте это на годы. Каждый день свежий хлеб на завтрак, каждый день скачок сахара и провал. Клетки, которые постоянно слышат сигнал инсулина, начинают притупляться, как уши человека, живущего у шумной дороги. Сначала вздрагиваешь от каждого грузовика, потом перестаешь замечать. Клетки перестают слышать инсулин. Это называется инсулиновая резистентность. И это первый шаг к диабету. Я сейчас не пугаю, я описываю механизм, потому что понять механизм – это первый шаг к тому, чтобы его обойти. Но смотрите, какая штука. Хлеб человечества ест 1000 лет.
Его пекли в Древнем Египте, его ели римляне. Если бы он был ядом сам по себе, мы бы не дожили до наших дней. Значит, что-то изменилось. И вот моя главная мысль. Изменилось то, как мы его едим. В старых деревнях хлеб пекли раз в неделю большой буханкой. Ели его не сразу, он становился черствым, его размачивали в супе, подсушивали на сухари. Свежий хлеб прямо из печи ели редко по праздникам. А сейчас теплый багет каждое утро. Мы стали есть хлеб в том состоянии, в котором наши предки его почти не ели. И вот тут начинается тот самый поворот. Дело в том, что у крахмала есть не одно состояние, а несколько. Объясню совсем просто. Крахмал – это длинные нити, собранные из маленьких бусин. Каждая бусина – это сахар. В свежем горячем хлебе эти нити распущены и висят свободно, как размотанная шерсть. И ферментам очень легко их разрезать на сахар. Поэтому свежий хлеб и дает такой быстрый скачок. Ученые разделили крахмал на несколько типов. Первый – это быстрый крахмал, тот самый из горячего хлеба. Он расщепляется за 20 минут. А есть третий тип, самый интересный. Его называют резистентным, то есть устойчивым к перевариванию. Этот крахмал ведет себя совсем иначе. Он проходит через кишечник почти нетронутым, не превращается в сахар и не вызывает скачка. Он просто идет дальше в толстый кишечник, а там его ждут триллионы полезных бактерий, для которых он самая любимая еда. Бактерии его съедают и в благодарность выделяют особые вещества, которые гасят воспаление и укрепляют стенку кишечника. Получается, что быстрый крахмал дает сахар, инсулин и голод через час, а резистентный крахмал кормит полезные бактерии и держит сахар стабильным. Это буквально два разных продукта для вашего тела. И вот главный вопрос, ради которого мы все это разбирали. Можно ли обычный домашний хлеб превратить из первого типа во второй? Полностью нет, а частично и при этом ощутимо да. И делается это удивительно просто. Настолько просто, что вы, возможно, подумаете, не может быть, чтобы такая ерунда что-то решала, но решает. Этот процесс у ученых называется красивым словом, но суть его проще некуда. Вспомните размотанную шерсть в свежем хлебе, а теперь представьте, что хлеб остыл, полежал, а потом вы убрали его в холодильник или еще лучше в морозилку. Что происходит с этими распущенными нитями на холоде? Они начинают снова собираться в аккуратные клубочки, не идеально и не полностью, но собираются. И часть крахмала переходит в тот самый резистентный устойчивый вид. Вы съели тот же хлеб, та же мука, та же вода, тот же вкус, но часть крахмала в нем уже не та, что была в момент выхода из печи. Часть теперь не превратится в сахар, а пройдет дальше и накормит ваши бактерии. И самое красивое, что это полностью естественно. Никакой химии, только холод и время. Тот же хлеб, что вчера был плохим углеводом, проведя ночь в морозилке, становится углеводом совсем другим. Кстати, напишите в комментариях, какие у вас сейчас отношения с хлебом. Отказались от него совсем. Едите с чувством вины или спокойно. И пробовали ли когда-нибудь замораживать хлеб именно ради такого эффекта? Я лично читаю комментарии и отвечаю, когда есть свободная минута. И вот что важно понимать. Эффект зависит от холода и времени. На столе хлеб перестраивается чуть-чуть, в холодильнике заметно больше, а при заморозке и разморозке еще больше. Низкая температура как будто фиксирует эту новую структуру. Разные исследования дают разные цифры, но смысл один. В замороженном, а потом размороженном хлебе устойчивого крахмала ощутимо больше, чем в свежем. В некоторых работах разница доходит до 2 раз. А сахар после такого хлеба поднимается мягче, иногда почти на треть ниже. Это уже не мелочь, это серьезное изменение свойств продукта. Теперь остановитесь и подумайте. Вы ничего не меняете в своей жизни. Вы не отказываетесь от хлеба и не считаете калории. Вы просто нарезаете обычный хлеб на порции, кладете в морозилку, а перед едой достаете кусок и подогреваете в тостере. И ваш сахар ведет себя иначе, инсулин работает мягче, и через час вы не стоите снова у холодильника. Это доступно каждому, это стоит 0 рублей и не требует силы воли. Давайте разберем, что эта простая перестройка дает телу, потому что выгода идет сразу на нескольких уровнях. Первое – это сахар, энергия. Скачка почти нет, сахар растет плавно, нет провала и нет чувства, что только поел, а уже снова хочется. Энергия идет ровным потоком, а не пиком с обвалом. Многие жалуются, что после обеда всегда тянет в сон. У моих пациентов, которые начали замораживать хлеб, через 1-2 недели эта свинцовая тяжесть в голове после еды заметно уходит. Второй уровень – это сытость, и это, пожалуй, самый заметный эффект в жизни. Когда часть крахмала не расщепляется, идет дальше. Она занимает объем, мягко давит на стенки кишечника и посылает в мозг сигнал «я тебя наполняю». И человек объективно дольше не хочет есть. Не усилием воли, а потому что реально не тянет. А это огромная разница. Диета на терпении почти всегда проваливается. А когда тело само не просит еды, вес уходит плавно и сам собой, потому что за день вы съедаете меньше. Третий уровень – это кишечник. Полезные бактерии получают свою еду, их становится больше, они гасят
воспаление и укрепляют защитный барьер кишечника. А от этого зависит иммунитет и настроение, ведь именно в кишечнике производится большая часть гормона радости. И еще одна тонкость, когда крахмал съедают бактерии, а не вы, из него получается примерно в 2 раза меньше калорий, тот же грамм хлеба в другом состоянии дает вдвое меньше энергии. В масштабах месяцев это серьезно накапливается. Если до этого момента видео было для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк прямо сейчас. Это занимает секунду, а помогает YouTube показать ролик другим людям, которые живут на этих качелях. Поел, а через час снова голодный. Теперь самое практичное, ради чего многие смотрят, как правильно замораживать хлеб. Первое и самое важное правило. Замораживайте хлеб свежим в тот же день, а не когда он уже зачерствел. Свежий хлеб в морозилке сохраняет вкус и при этом проходит ту самую полезную перестройку. Второе правило. Замораживайте порциями. Не кладите целую буханку, чтобы потом мучиться. Нарежьте сразу на куски, которые вы съедаете за раз, 1 или 2 ломтика. Повторно замораживать размороженный хлеб нельзя, это главная ошибка. Третье правило. Упаковывайте плотно, выдавливая воздух в морозилке сухо, и плохо упакованный хлеб за неделю станет жестким и впитает посторонние запахи. И четвертое, правильно размораживайте. Лучше всего просто достать кусок заранее и дать ему оттаять при комнатной температуре. Или сразу положить замороженный ломтик в тостер, он и разморозит и подогреет. А вот резко греть в микроволновке на полной мощности не стоит. Сильный быстрый жар отменяет часть пользы. Скажу честно про то, какой хлеб подходит. Заморозка не волшебная палочка, она не сделает плохой хлеб хорошим. Лучше всего работает цельнозерновой хлеб и настоящий хлеб на закваске. В них изначально больше медленных углеводов, а после заморозки они становятся еще мягче для сахара. Но даже обычный белый батон после морозилки ведет себя заметно мягче, чем свежий. Так что, если не готовы менять сорт, начните хотя бы с заморозки. И вот что особенно интересно, этот принцип работает не только с хлебом. Возьмите рис, горячий свежий рис дает быстрый скачок сахара, а рис, сваренный вечером и остывший в холодильнике за ночь, уже другой продукт, в нем больше устойчивого крахмала. Японцы в суши и китайцы в жареном рисе веками используют именно вчерашний остывший рис, заметив, что так легче для желудка, там еще до всякой науки. То же самое с картофелем. Горячее пюре бьет по сахару сильно, а холодный картофель в салате, который обязательно остывает перед нарезкой, работает мягче. И с макаронами та же история. Сваренные плотными, остывшие, а потом слегка подогретые, они дают более ровный сахар. Главное, что я хочу, чтобы вы вынесли способ приготовления и хранения еды, меняет ее свойства не меньше, чем сам набор продуктов. Все подробные исследования по этой теме я оставлю в описании под видео. И самый главный вывод, ради которого мы все это разбирали, вам не нужно отказываться от хлеба и жить в вечном чувстве вины. Вам нужно понимать, что происходит в теле, и использовать простые проверенные приемы. Заморозка и правильная разморозка хлеба – один из таких приемов. Маленький, почти бесплатный, но работающий каждый день, если вы сделаете его привычкой. В этом и есть зрелый подход к здоровью. Не громкие запреты, а маленькие умные действия, которые складываются в большой результат. Вы можете есть умнее, а не меньше. Вы можете любить хлеб и не платить за эту любовь скачками сахара и бесконечным голодом. И обязательно помните, все, что прозвучало, носит общий информационный характер и не заменяет консультацию вашего врача. Если у вас диабет, преддиабет или вы принимаете лекарства, снижающие сахар, любые изменения в питании обсуждайте со специалистом, потому что улучшение чувствительности к инсулину может потребовать корректировки доз. На следующей неделе я выпущу видео о других привычных продуктах, которые получают второе дыхание при правильном обращении. Подпишитесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропустить. Если видео было для вас по-настоящему полезным, поставьте лайк и обязательно посмотрите другие мои видео на канале. Я каждую неделю разбираю одну большую важную тему о теле и здоровье на простом, понятном языке. Берегите себя и слушайте свое тело, потому что понимание своего организма – это лучшая инвестиция в вашу жизнь. До встречи в следующем выпуске.